Задержка дыхания на выдохе – это простой, но мощный инструмент для укрепления здоровья и повышения качества жизни. При правильном и регулярном выполнении эта практика способна улучшить работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, повысить стрессоустойчивость и когнитивные функции. Главное – подходить к практике осознанно, соблюдать постепенность и прислушиваться к сигналам своего тела. Задержка дыхания на выдохе – это древняя практика, известная в йоге как бахир-кумбхака. На протяжении тысячелетий мастера восточных практик использовали эту технику для укрепления здоровья, развития самоконтроля и достижения особых состояний сознания. Сегодня современная наука подтверждает многие преимущества этой практики, объясняя их с позиции физиологии и биохимии человеческого организма. Давайте рассмотрим физиологические механизмы данной практики. Когда мы задерживаем дыхание после полного выдоха, в организме запускается целый каскад физиологических реакций. В этот момент легкие практически освобождены от воздуха, и организм начинает работать в условиях контролируемого кислородного дефицита. Происходит повышение уровня углекислого газа. Во время задержки дыхания на выдохе концентрация СО2 в крови постепенно возрастает. Вопреки распространенному заблуждению, углекислый газ не является исключительно вредным продуктом метаболизма. Он выполняет важнейшую функцию, регулирует тонус кровеносных сосудов и способствует более эффективному высвобождению кислорода из гемоглобина в ткани, эффект Вериго-Бора. Также при задержке на выдохе происходит активация парасимпатической нервной системы. Задержка на выдохе стимулирует блуждающий нерв, что приводит к снижению частоты сердечных сокращений, расслаблению гладкой мускулатуры и общему успокоению организма. Это делает практику особенно полезной для людей, страдающих от хронического стресса и тревожности. Тренировка на задержку дыхания влияет на стимуляцию дыхательного центра. Регулярная практика повышает толерантность организма к углекислому газу, что постепенно нормализует паттерн дыхания и устраняет склонность к гипервентиляции. Давайте рассмотрим основные преимущества для здоровья. Прежде всего, это улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Задержка дыхания на выдохе способствует расширению кровеносных сосудов благодаря накоплению углекислого газа. Это улучшает микроциркуляцию крови во всех органах и тканях, снижает артериальное давление и уменьшает нагрузку на сердце. Регулярные занятия помогают нормализовать сердечный ритм и повысить вариабельность сердечного ритма, важный показатель здоровья сердечно-сосудистой системы. Также происходит мощное укрепление дыхательной системы. Практика задержки дыхания тренирует дыхательную мускулатуру, включая диафрагму и межреберные мышцы. Это увеличивает жизненную емкость легких и эффективность газообмена. Особенно полезна эта техника для людей, страдающих бронхиальной астмой, при правильном и осторожном подходе, так как она помогает снизить гиперреактивность дыхательных путей. Такая практика крайне полезна для нормализации работы нервной системы. Одно из главных преимуществ задержки на выдохе – ее мощное успокаивающее воздействие на нервную систему. Практика активирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, отвечающий за расслабление и восстановление. Это помогает справиться с отревой, улучшает качество сна, снижает уровень кортизола, гормона стресса. Медицина много исследовала данную практику, провела массу экспериментов и выявила даже большее повышение концентрации и ясности мышления. Улучшение мозгового кровообращения благодаря расширению сосудов головного мозга приводит к повышению когнитивных функций. Практикующие отмечают улучшение памяти, способности к концентрации и общей ментальной ясности. Также наблюдается укрепление иммунной системы. Исследования показывают, что контролируемые дыхательные практики, включая задержки дыхания, способны влиять на работу иммунной системы. Кратковременный контролируемый стресс от задержки дыхания активирует адаптационные механизмы организма, укрепляя его устойчивость к внешним воздействиям. При задержках дыхания происходит детоксикация организма. Во время задержки на выдохе происходит усиление венозного оттока и лимфодренажа. Это способствует выведению продуктов метаболизма из тканей и общему очищению организма. Техника выполнения. Для новичков рекомендуется следующая базовая техника.
Выпрямите удобное положение, сидя с прямой спиной или лежа на спине. Сделайте несколько естественных вдохов и выдохов, чтобы расслабиться. Выполните медленный глубокий вдох через нос. Сделайте плавный полный выдох через нос или рот. После выдоха задержите дыхание на комфортное время. Начинайте с 5-10 секунд. Мягко вдохните и восстановите естественное дыхание. Повторите цикл 3-5 раз. По мере практики время задержки можно постепенно увеличивать, однако важно никогда не доводить себя до дискомфорта или удушья. Есть и продвинутые вариации тренировок. Опытные практикующие могут использовать более сложные техники, такие как квадратное дыхание с акцентом на задержку после выдоха. Вдох 4 секунды, задержка 4 секунды, выдох 4 секунды, задержка 8 секунд. Техника пустого кувшина – полный выдох с последующим втягиванием живота под ребра Уддияна Бандха и задержкой дыхания. Прогрессивное увеличение задержки – постепенное наращивание времени задержки от практики к практике. Но стоит соблюдать противопоказания и меры предосторожности. Несмотря на многочисленные преимущества практики задержки дыхания на выдохе, имеет ряд противопоказаний. Это тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, неконтролируемая артериальная гипертензия, беременность, глаукома и повышенное внутриглазное давление, острые воспалительные заболевания дыхательных путей, недавно перенесенные операции на грудной или брюшной полости. Перед началом практики рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний. Есть и практические рекомендации для выполнения задержек. Для достижения максимальной пользы от практики соблюдайте следующие рекомендации. Занимайтесь на пустой желудок или через 2-3 часа после еды. Практикуйте в спокойной обстановке, где вас не потревожат. Начинайте с коротких задержек и постепенно увеличивайте их продолжительность. Практикуйте регулярно, лучше понемногу каждый день, чем долго раз в неделю. Прислушивайтесь к своим ощущениям и никогда не превышайте комфортных пределов. Ведите дневник практики, отмечая свое состояние до и после занятий.